Тебя выматывает не сама ситуация, не события, не проблемы и даже не состояние, в которое ты попал. Тебя выматывает то, что ты начинаешь делать после. Сначала что-то происходит. Ты сжался, напрягся, отреагировал. Это нормально. Но дальше ты не останавливаешься. Ты начинаешь это прокручивать, дожимать, объяснять, додумывать, усиливать. Кладешь один слой сверху другого, и через час уже не ясно, где была реальность, а где ты сам себя добил. И вот это вторая волна, и забирает больше всего сил. Не само событие, а то, как ты продолжаешь его внутри. Есть вещи, на которые ты реально не влияешь. Ситуация вокруг, люди, решения, которые уже приняты, фон, в котором ты живешь. Это первый слой. Он есть. Но есть второй слой, то, что происходит внутри тебя после. И вот здесь почти у каждого начинается автоматический добор. Ты не просто проживаешь момент, ты начинаешь его усиливать. И именно здесь теряется больше всего энергии. Не в самой жизни, а в том, как ты продолжаешь ее внутри. И если ты это не видишь, ты будешь уставать, даже когда ничего не происходит. Есть вещи, на которые ты реально не влияешь. Ситуация в мире, в стране, в экономике. Решения, которые принимаются не тобой. Процессы, о которых ты даже не знаешь. И это не иллюзия. Это есть. Это влияет на работу, на деньги, на планы, на ощущение стабильности. И здесь важно сказать прямо. Ты не можешь это выключить. Ты не можешь это переписать силой мысли. Сила мысли не меняет общий фон. Она касается только той реальности, в которой ты живешь изнутри. Но дальше происходит то, что почти никто не замечает. Весь этот внешний слой начинает падать на тебя, как внутреннее состояние, как фон тревоги, как сжатие в теле, как ощущение, что все плохо, даже когда прямо сейчас ничего не происходит. И кажется, что это неизбежно, что если мир такой, значит и внутри должно быть так же. Но это не одно и то же. Ты живешь в этом фоне, да, но ты еще и постоянно продолжаешь его внутри. И вот это уже другой слой. Ты не создавал эти события, ты не принимал эти решения, но ты каждый день усиливаешь то, как это проживается внутри тебя. И именно здесь у тебя появляется точка, с которой вообще можно что-то начать менять. И если ты это не разделяешь внутри себя, ты будешь нести на себе то, что даже не тобой было начато. Реальность, в которой ты живешь, держится не на отдельных мыслях. Она держится на том, что внимание снова и снова возвращается в один и тот же внутренний контур. Ты не просто думаешь о проблеме, ты каждый раз входишь в ту версию себя, для которой эта проблема уже стала частью устройства мира. Ты можешь годами считать, что смотришь на жизнь трезво, что ты просто реалист, видишь вещи как есть, учитываешь опыт, риски, поведение людей, свои возможности. Но в какой-то момент это перестает быть ясностью и становится клеткой. И самое опасное, эта клетка звучит как здравый смысл. Ум никогда не говорит «я держу тебя в старом». Он говорит «я защищаю тебя, я напоминаю, как уже было, я не хочу, чтобы ты снова ошибся». И именно поэтому ты не замечаешь, что живешь не в реальности, а внутри непрерывного комментария к ней. Первая ловушка — это объяснение. Кажется, что если ты понял причину своего состояния, то уже вышел из него. Но на деле ты просто научился красиво описывать ту же самую петлю. Ничего не изменилось. Ты стал ее комментатором. Вторая ловушка — это контроль. Ум убеждает, что держать все под внутренним надзором — это зрелость. Но чаще это просто напряжение, которое получило приличное название. Ты не живешь, ты все время проверяешь, не развалится ли что-то. Третье — важность. Если мысль крутится в голове, кажется, что она значимая, но внимание не делает мысль правдой. Иногда это просто старая тревога, которой снова дали слово. Четвертая ловушка — это анализ. Кажется, что еще немного размышлений и станет ясно. Но есть состояния, которые не распутываются мышлением. Они держатся именно потому, что ты все еще внутри того режима, который их создает. Пятое — идентичность.
Это я, это мой характер, и я всегда так реагирую. В этот момент временное состояние превращается в тебя. И дальше ты уже не замечаешь, что это просто повтор. Шестая ловушка – самая тонкая, духовный ум. Когда человек уже не просто переживает, а наблюдает, держит состояние, следит за чистотой и не видит, что старый контроль никуда не делся. Он просто сменил форму. Иногда ум не спорит с пробуждением, он его забирает себе. Берет правильные слова, красивую концепцию, и вместо выхода человек получает новую форму напряжения. Только теперь это выглядит как осознанность. Все это держится не потому, что проблема сильная, а потому, что ты снова и снова подключаешься к одному и тому же внутреннему движению. Ум удерживает не события, ум удерживает способ смотреть. И пока этот способ не изменился, ты будешь называть реальностью одно и то же, даже если вокруг все меняется. Но здесь есть еще один слой – тело. Тебя держит не только мысль, тебя держит привычное состояние тела, его ритм, его напряжение, его химия. Ты вроде хочешь выйти в новое, но тело уже знает старое. Поэтому в тишине становится не спокойно, а странно. Иногда даже тревожно, как будто что-то исчезло. На самом деле исчезает фон, к которому ты привык. И в этот момент происходит то, чего почти никто не ожидает. Ты не чувствуешь облегчения, ты чувствуешь пустоту, как будто пропало что-то, на чем все держалось. Нет привычного напряжения, нет внутреннего диалога, нет этого постоянного «надо что-то решить». И ум сразу пытается вернуть это обратно. Он говорит: что-то не так, ты что-то упускаешь, ты расслабился слишком рано, надо подумать. И если ты не замечаешь этот момент, ты снова заходишь в тот же контур. Потому что для ума тишина — это не покой. Для него это потеря контроля. И он будет делать все, чтобы вернуть знакомое состояние, даже если это состояние — тревога, напряжение или усталость. Потому что знакомое всегда воспринимается как безопасное. То есть по факту ты держишься не за проблемы, ты держишься за состояние, в котором ты привык их проживать. И пока это состояние остается, любая новая жизнь будет собираться из тех же самых ощущений, просто с другими декорациями. Высшее состояние — это не про то, чтобы улететь куда-то. Это про то, что ты перестаешь быть намертво вбитым в одну точку восприятия. Появляется простой зазор между тем, что происходит, и тем, как ты это моментально схватываешь внутри. Ты все еще видишь то же самое, но ты больше не обязан сразу стать этим. И здесь многие делают ошибку. Они начинают бороться с мыслями. Но любая борьба — это уже связь. Любая попытка подавить — это уже участие. Ты не вышел из старой реальности, если продолжаешь что-то ей доказывать. Ты все еще внутри. Просто теперь сопротивляешься. И в этот момент возникает тонкая подмена. Кажется, что ты уже вышел, потому что перестал автоматически проваливаться. Но внутри все еще есть напряжение. Просто оно стало более скрытым. Ты больше не убегаешь в мысль. Ты начинаешь держаться против нее. И это почти незаметно. Внешне тишина. Внутри усилие, которое удерживает эту тишину. И вот здесь многие застревают надолго, потому что это выглядит как контроль над собой, как будто ты, наконец, собрался. Но если присмотреться, это та же самая связка. Просто раньше тебя тянуло внутрь автоматически, а теперь ты удерживаешь себя снаружи вручную. И пока есть это удержание, нет свободы. Настоящий сдвиг происходит чуть дальше. Там, где исчезает не только реакция, но и тот, кто пытается ее контролировать. Когда внимание перестает цепляться и перестает удерживать. Остается простое присутствие без усилия, без попытки что-то исправить, без попытки сохранить состояние. И в этот момент ты впервые не внутри мысли и не против нее. Ты вне этой схемы. И вот здесь возникает самый неприятный момент, потому что все это звучит так, как будто речь про какие-то состояния, осознанность, присутствие.
Но когда ты внутри реальной жизни, тебе не до этого. У тебя могут быть долги, может быть напряжение в теле с утра до вечера, может быть ощущение, что ты просто не вывозишь. И на этом фоне разговоры про «выйди из ума» звучат как издевка. Но проблема не в том, что у тебя есть сложности. Проблема в том, как ты с ними соединяешься внутри. Потому что даже в тяжелой ситуации есть один момент, который почти никто не замечает. Ты не только живешь в этом, ты постоянно дожимаешь это изнутри. Каждый раз, когда ты снова прокручиваешь одно и то же. Каждый раз, когда ты внутри сжимаешься и продолжаешь эту линию, ты усиливаешь то состояние, в котором уже находишься. И это происходит автоматически. Вот где точка. Не в том, чтобы выйти в присутствие, а в том, чтобы хотя бы иногда не усиливать то, что уже есть. Это очень маленький сдвиг, почти незаметный. Ты не решаешь проблему, ты не меняешь жизнь за секунду. Ты просто в какой-то момент не продолжаешь старое движение внутри. Не подкручиваешь, не доводишь, не догоняешь мысль до конца. И на секунду становится чуть тише. Вот это и есть начало. Не потому, что ты вышел в высшую реальность, а потому что ты впервые не сделал то, что всегда делаешь автоматически. И именно из этого начинают появляться другие варианты. Не потому, что ты стал другим человеком, а потому что ты на мгновение перестал быть старой реакцией. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.